Приветствую тебя, зритель! Ты попал на курс лекций заслуженного мастера спорта Африканской Республики Лабубу. И сегодня я поделюсь историей успеха одной уникальной дисциплины специальной олимпиады, зародившейся в наших краях, а именно биатлон без лыж, да еще и с живыми мишенями. Ну разве не в духе нашего континента? Ну скажи, а? Опа, не понял, чё за дела? Ого, да это же сисадмины Ubisoft, наверное опять едут отрубать нам серваки, надо спешить с предисловием. В общем, как ты наверняка знаешь, на платформе старушки PlayStation 3 во многопользовательском режиме второго Far Cry нас ожидают 15 трофеев, большая часть из которых не доставит проблем при выбивании, а потому откинем простые из них и расскажем о самых времязатратных. На какие-то придется потратить десятки часов геймплея, а с другими и вовсе воспользоваться ОМГ сторонним софтом. Но обо всем по порядку. Предлагаю разделить нашу лекцию на 3 части. В первой начнем рассказ о месте проведения соревнований, во второй раскроем секреты сдачи на сложные нормативы и в заключительной 3 главе коснемся темы допинга. Посему, на старт, внимание, приступим! Прежде чем мы перейдем к бусту трофеев, начнем с описания подходящего игрового режима. Составят нам компанию в этом 2 помощника, Пупа и Лупа, задачи которых в режиме полу-АФК поработать боксерскими грушами для хоста. Итак, в мультиплеере создаем рейтинговый матч, переключаемся на режим восстания, он же на вражеском забугорном апрайзинг, находим карту Питбуль, ставим автостарт от 16 игроков и обязательно указываем 5 секунд на время респавна. Бустящий хост должен остаться в красной команде Союза народного сопротивления, тогда как напарники жертвы сыграют в противоположной желтой команде Объединенного фронта освобождения и труда. После подключения друзей меняем карту на грязную работу, она же Dirt to Work, и запускаем матч. Это одна из самых удобных и популярных карт для буста, и как ты можешь заметить, в списке запущенных серверов ее было очень много. Но поскольку здесь не указываются никнеймы хостов, для сбережения времени на поиске нужного лобби мы и стартовали на другой карте. Само собой, это могла быть и любая иная лока, помимо Питбуля. В режиме восстания раунд ограничен 15 минутами свободного геймплея, что нам и как раз. Но можно завершить матч и раньше, если какая-либо из команд захватит все 3 точки, после чего задвухсотит вражеского капитана. Также причиной буста в этом режиме является набираемый опыт за матч. Убийства обычных игроков любым способом вознаграждаются 15 единицами экспы, за добивание прибавит еще 5 единиц, а вот за капитана выдают вдвое больше – 30 единиц, что позволяет достичь потолка опыта за матч в 1500 единиц немного быстрее, чем в остальных игровых режимах. Несмотря на то, что можно набирать и 2, и 3000 опыта за матч, и игра даже будет обновлять ваш общий счетчик опыта этими пополнениями. Однако она одновременно с этим будет держать в уме каждую единицу опыта сверх нормы, и после перезахода в игру она вычтет весь кэшбэк и оставит тебя с честно заработанными 1500 за каждый сыгранный матч, увы и ах. Поскольку сервера игры пребывают в состоянии нестабильной картофелины, во избежание потери накопленного опыта за последнюю сессию, хосту рекомендуется полностью перезапускать игру каждые 4 матча, что удобно отслеживать по времени, ровно каждый час. Клиентам перезаходить не обязательно. Пару слов о выборе грязной работы и почему именно она. На респавне желтой команды есть много точек возрождения игроков, но нас интересуют всего 2, между которыми мы сможем заниматься челночным бегом, если правильно забайтить на эту игру. Первая точка находится на улице, возле домика с крыльцом, а вторая – в доме напротив, где стоит одинокая стулка на кухне. Чтобы заставить игру воскресить противников на втором респе в доме, после их устранения на первой точке возле крыльца, тебе нужно в момент исчезновения хладных тел находиться под крыльцом за колоннами. В свою очередь, чтобы заставить игру сделать наоборот, после уничтожения врагов в сортире, зачеркнуто, в доме, и отправить их возрождаться у крыльца, нужно находиться между стулом и стеной в момент воскрешения. Здесь есть одно исключение: если ты прокачиваешь оружие, в результате выстрела из которого воспламеняется и горит трава, то это заблокирует описанный скрипт по байту респавна, и игроки начнут рандомно возрождаться на базе где угодно, пока огонь не потухнет. Здесь к нам на выручку приходит запасная карта для буста – Lost Bastille. Ой, Сисли Last Bastion.
Она не такая удобная для забегов, но для нашей конкретной задачи подойдет. Локация представляет собой крепость с бетонными полами, и гореть тут попросту нечему. В отличие от прошлой карты, здесь бустящий хост должен занять желтую команду UFLL, а напарники жертвы выбрать красную APR. Точек возрождения здесь также много, среди которых нас интересуют всего две. Первая находится на 3-м этаже локации, в кутузке с решетками на окнах. Вторая на этом же этаже, в помещении неподалеку, с арочным дверным проемом. Фокус с байтом респа работает и здесь. Чтобы жертвам переместиться с респа номер 1 на респ номер 2, хосту нужно находиться снаружи помещения у стены. Чтобы сделать наоборот, хосту нужно также находиться на улице, возле настенного фонаря. Однако и тут есть одно исключение. Если оба противника на респе номер 2 откинут копыта с разницей во времени больше 5 секунд и попадут в разные волны возрождения, то байт не сработает должным образом, и игроки появятся в любом рандомном месте своей базы. К сожалению, мультиплеер на дисковой версии игры с русской локализацией работает нестабильно, и хотя в ней можно проверить свой действующий ранг, хранящийся на картофеле серверах Юби, но, увы, коннект к чужим матчам случается через раз, а создать свой и вовсе невозможно. В нашем случае все 3 игрока используют цифровую англоязычную версию FK2 из турецкого стора. Перевод на великий и могучий отсутствует, но бусту трофеев это совершенно не мешает. Так и так, лекции по режиму и локациям окончены. Теперь перейдем ко второй части нашего повествования, где наконец займемся выбиванием трофеев. Запустив матч на Dirt to Work, красный хост бежит на базу противника, где стартует респаун, фарм фрагов для трофея Soldier of Misfortune Солдат Беды, описание которого гласит: разблокируйте руководство для всего вооружения. В игре представлено 27 единиц огнестрельного оружия. Для разблокировки руководства нужно собирать фраги, подсчет которых отображается в виде заполнения шкал полосок, которые присутствуют в меню под каждым стволом в количестве от 1 до 3 штук. У 20 пушек вшиты по 3 одинаковые задачи с незначительной разностью в объеме предстоящих работ. Это сбор фрагов отдельно за казнь, отдельно за убийство и отдельно за убийство в голову. Еще у 5 мушкетов по 2 одинаковых набора за обычное убийство и за мультикиллы, они же двойные одновременные убийства. И еще у 3 пуколок в чек-листе всего по 1 задаче. У самодельной взрывчатки это мультикиллы, а у огнемета и сигнального пистолета это одиночные убийства. Каждая выполненная задача из руководства поощрит игрока бонусами. За казни улучшит точность стрельбы, за убийство повысит долговечность ствола, а за убийство в голову и мультикиллы увеличит переносимый боезапас. Порядок прокачки оружия следующий. При получении достаточной дозы свинца в тело, противнику остается на выбор 2 стула. Отъехать сразу на респ, что добавит тебе 1 балл в счетчик обычных фрагов. Или же упасть в нокаут, закосплеив Толика с кордона в ожидании руки помощи. И тут 2 стула предлагается уже тебе: добить побратима и получить балл в счетчик казней. Или же подождать, пока подранок вытечет, что добавит балл к обычным убийствам. Можно, кстати, скипнуть это ожидание, если 300-й сам прожмет треугольник для доставки в морг, что аналогично добавит в статистику обычный фраг. Стоит еще отметить, что при наличии 2 помощников можно дополнительно забустить обычные убийства через воскрешение от тиммейта. Для скипа анимации и во избежание смещения моделек можно занять подходящий хайграунд на местности. Данным способом также получается трофей Field Hospital, полевой госпиталь, для которого нужно реанимировать 500 игроков в сумме за все сыгранные матчи. За один 15-минутный раунд вполне реально собрать 200 воскрешений, так что дерзай, добродушный доктор без диплома. С убийством в голову все просто. Некоторые оружки отправляют в Вальгалу сразу обе цели с 1 пули на вылет, но большинство стволов просят сделать по 2 точных выстрела в оба манекена. В случае с заполнением шкал на мультикилл есть одна оговорка – очка. К сожалению, игра не всегда точно засчитывает двойное одновременное убийство и зачастую вместо него записывает в стату 2 обычных фрага. По этой причине рекомендуется поднимать на нужных пушках в первую очередь мультикиллы, а только потом, при необходимости, добрать оставшиеся обычные фраги. К
К сожалению, в игре нет возможности заполнять на одной оружке несколько шкал одновременно. Игра будет считать каждое из действий по отдельности. К примеру, убийство в голову – это только своя отдельная шкала, а не убийство плюс убийство в голову. Еще один момент. Несмотря на то, что Respawn Farm несет название полу-АФК, все же совсем отпускать напарников по своим делам до конца раунда нежелательно, по причине 20-секундного таймера нокаута или 10-секундного таймера бессмертия после их возрождения. Скипнуть последний можно обычным выстрелом. Но правда говоря, стоя на первом респе грязной работы, есть вероятность угодить шальной пулей в ящик с патронами, вызвав небольшой фейерверк. Однако, время восстановления точки пополнения боеприпасов составит всего минуту, так что невелика беда. Помимо заполненных шкал в разгрузке, отслеживать стату можно и в цифровом виде, в разделе «Мультиплеер», «Статистика игрока», где поштучно подсчитан каждый твой фраг. Не могу не упомянуть о качестве изготовления поступаемого вооружения. Иногда мне кажется, что директор ближайшего оружейного завода является преданным фанатом другой видеоигры под цифрой 2 из иной вселенной, по причине крайне быстрой поломки огнестрельных весел. На самом деле это не такая большая проблема, и единственное, на что она может повлиять, это добавить лишний забег со своего респа после суисайда. Для экономии прочности стволов могу посоветовать вести огонь сразу по обеим целям на вылет. Также можно предварительно снимать часть ХП жертвы карманным туристическим ножиком. Ровно, как и для прокачки огнемета, но по другой причине, его боезапас не восполняется из ящика. Теперь пару слов об алмазах. Все 27 стволов распределены между 6 игровыми классами. Какие-то пушки доступны сразу со старта, а какие-то нужно открывать, пожертвовав алмазом, выдающегося в награду за повышение уровня. Последний ствол разблокируется на 19 ранге, то есть когда ты вложишь в сумме 18 алмазов во все игровые классы. За время подъема каждой оружки с нуля ты достигнешь 18-го левела с половиной. Оставшуюся половинку до 19-го придется добирать в холостую, устраивая фарм-заходы по 1,5 опыта. Забегая вперед, отмечу, что если ты хочешь сэкономить себе кучу времени и забустить трофейный 30-й ранг через баг отката, необходимо оставить 1 алмаз в запасе. Тем самым, не открывая любое последнее оружие и пока что, не получая трофей солдат беды, пропустив вперед тров за последний ранг, подробнее о котором далее. Настало время перейти к не совсем легальным движениям в виде получения трофея Warlord Военачальник, для которого необходимо собрать 1,5 миллиона опыта. 1,5 миллиона опыта? Нехитрыми математическими вычислениями выясняется, что играя честно и с нуля в режиме восстания, лутая по 1500 опыта каждые 15 минут, дорога до начальника войны составит 1000 матчей на протяжении 250 часов геймплея. Но хотя, учитывая необходимость в прокачке оружия, в ходе которой ты собственными силами достигнешь 18-й ранг, тебе останется добрать всего лишь какие-то жалкие 1 350 000 опыта или сыграть 900 матчей в течение 225 часов. Ну как, уже стало легче? Однако не стоит унывать. Игровое сообщество времени зря не теряло, и в ходе изысканий был выявлен баг, благодаря которому можно получить вообще любой ранг, а ровно и трофей за него. Удивительно, но администрациями крупнейших трофи-хантерских площадок, как за рубежом, так и у нас, данный способ буста признан легитимным и наказаний за его применение не предусматривается. Ведь никаких сторонних воздействий на файлы игры не происходит. Работает баг на официальной игре с последним патчем и на официальной прошивке консоли. Метод связан с использованием искусственного потолка в 1500 опыта за матч и последующим изъятием лишнего опыта. Считай, разрабы сами подарили ключи от двери с начальником войны, а нам остается лишь правильно ее отпереть. Как я упоминал ранее, для реализации бага нужно иметь в запасе хотя бы 1 неиспользованный алмаз, то есть 1 из 6 игровых классов должен остаться недокачанным и с любым неоткрытым оружием. Если же ты уже вложил по 3 камушка во все классы и открыл все вооружение, то соболезную, в таком случае остается лишь 2 стула на выбор. Продолжать играть честно дополнительные 200 плюс часов, или же пойти радикальным путем, сменив свой никнейм, он же игровой идентификатор PSN, тем самым сбросив свою игровую статистику FK2. Однако стоит иметь в виду, что игровая статистика собьется и у некоторых других игр, ведь данная функция по смене ника
работает нестабильно со старыми тайтлами, выпущенными до апреля 2018 года. Есть несколько списков с подтвержденными проблемами, официальные от японцев и неофициальные от фанатов. Ссылки на занятное чтиво прилагаю дополнительно. К примеру, по своему опыту вспоминается MX-ATV Supercross, где после смены идентификатора ты лишаешься возможности играть с другими игроками по сети, кто не менял никнейма. Наша буст-сессия для одного трофея из 12 игроков продлилась более 8 часов, пока мы смогли методом исключения прийти к выводу о причинах в проблемном коннекте и периодическом фризе всех консолей в лобби. Мы успели за данное время переругаться и помириться раза по два. Передаю всем из этого списка пламенный привет. Посему, дорогой зритель, подумай дважды, а лучше трижды, действительно ли оправдан такой риск. Если же ты оказался в числе счастливчиков с одним бриллиантом в кармане, то поздравляю, давай же приступим к процессу отката ранга. Последовательность действий следующая. 1. Твой напарник из противоположной команды создает рейтинговый матч в режиме апризинг на любой удобной карте. 2. Тебе нужно сломать свой счетчик опыта, собрав за матч 1501 единицу опыта и больше, после чего противник должен победить в этом же матче, захватив все точки и забрав с тебя победный фраг. Here we go. You'll live, bro. Okay, I got you. You're good. Here we go. You'll live, bro. Okay, I got you. You're good. Три. Вернувшись в лобби, заходи в разгрузку Loadout и добавь один алмаз в любой класс. 4. Далее хост запускает второй матч. После прогрузки карты автоматически откроется разгрузка, и у тебя есть 12 секунд, чтобы до начала раунда успеть выкинуть все вложенные алмазы. 5. Итак, разгрузка закрылась, и второй матч начался, вы оба зареспились. Теперь тебе нужно стоять на месте и ждать, пока противник победит в матче, снова захватив все точки и забрав с тебя фраг. Шесть. Вернувшись в лобби после матча, на этом один круг отката окончен. Твой левел стал на один меньше, и в разгрузке среди сброшенных алмазов стало также на один камушек меньше. Выполняй предыдущие шаги с 3 до 5, пока не выкинешь все доступные алмазы, скатившись до 1 ранга. Важный момент. Не забывай о нестабильном соединении с серверами Юби для хоста, поэтому после каждого 4-го матча выходи из лобби в главное меню игры и жди, пока напарник-хост перезапускает игру целиком, после чего в его новом лобби снова повторяй шаги с 3 до 5. Заново ломать счетчик опыта не нужно, ведь ты не выходил из игры, а значит твоя игровая сессия продолжается, и счетчик все еще остается поломан. 7. Что же, очередной матч окончен, и вы с напарником вернулись в лобби. Алмазов у тебя в запасе не осталось, ты на 1 ранге и с нулевым опытом. Теперь нужно сделать откат в отрицательный опыт. Твой напарник-хост остается ждать в этом же лобби, а ты выбираешь прямо здесь «Отключить систему».
Да, прямо в лобби прожимаешь кнопку PS DualShock и выбираешь отключение. 8. Затем включаешь плойку и заходишь в игре обратно в лобби к другу, ожидающему тебя. Поздравляю, ты 30-й левел с минусовым опытом и трофеем начальника войны. Если до этого ты не стал честно добивать 20-й левел для трофея Мерсенари-наемник, сейчас можно продолжить откат ранга вниз по уже привычным тебе шагам с 3 по 5. Забрав все трофеи за ранги, самое время прокачать последнее оружие, пока в кармане куча алмазов и есть доступ ко всем стволам игры. Кстати говоря, старая прокачка каждого из них сохраняется, несмотря ни на какие откаты ранга и отрицательный опыт в статистике. Можно возвращаться к отстрелу в любой момент, дополняя уже набранный ранее прогресс и получив в конечном итоге солдата беды, мои поздравления. Ну что же, и на десерт, последняя часть нашей обширной лекции – получение трофея Adventure Путешественник, для которого требуется загрузить и оценить 25 самодельных карт. Отдельный батальон Северо-Западного округа Лабубу. Капитан Доигралис. Какие ваши доказательства? Ой, то есть документы. Да ты чё, командир, не признал? О, здорово, богатым будешь. Эй, майор, погляди, кто тут приехал. Тысячи чертей. Давно не виделись. Какими судьбами? Да вот, с юным подаваном, едем в долину картостроителей. Да ты чё, старый? Там же последний подъездной мост разнесли к ядрене феня. Так мы это, пойдем через пешую тропу в районе фар Гон-края. А, красава, одобряем-с. Ну тогда счастливого пути. Ну все, давай жми, ёкарный бабай. Ага, давай, покеда. Ни гвоздя, ни жезла. Ох, да что я несу? Надеюсь, он не услышал, лол. Ну все, погнали. К сожалению, для игроков неосведомленных, и к моему счастью, как любителю поумничать, получить этот трофей наравне с начальником войны, используя функционал самой игры, можно было лишь до недавнего времени. Сейчас уже нет никакой возможности подгружать чужие карты ни с серверов FK2, ни из хранилища других игроков, кто успел загрузить эти карты ранее. Однако, вы таки не поверите, но игровое сообщество времени зря не теряло. В ходе очередных изысканий энтузиастами была создана утилита для ПК, эмулирующая закрытые серверы картостроителей, позволяющая получить этот ранее недоступный трофей. И вы таки снова удивитесь, но админами PSN Prof и Stratega использование данной программы с открытым кодом было также признано легитимным. Ура, товарищи! Для начала нужно создать свою собственную карту, заодно можно забрать трофей мэпа Картопостроитель, если действовать согласно его условиям. В ходе работы в редакторе выполняй поставленные задачи, и трофей упадет в копилку. Пройдемся по пунктам. 1. В главном меню игры заходим в Map Community, запускаем редактор и кликаем на новую карту. 2. В меню паузы в разделе Validation ознакомься с требованиями по наполнению вашей карты. 3. Расставь на карте все требуемые объекты для каждого режима игры с помощью тулбокса, клавишей L1, сохрани карту и трофей твой. Для дезматча нам необходимо расставить 16 общих респаун-точек и 2 камеры наблюдателей. Для командного дезматча на обе команды нужны по 8 именных респ-точек и по одному маркеру базы. Для захвата алмазов нужны по одной точке их респавнов. И для заключительного режима восстания нужны 3 точки захвата А, Б и С, расставлять которые нужно на некотором расстоянии друг от друга. Все ошибки в наполнении карты предметами можно проверить в отдельном подразделе в списке требований к режимам.
Что же, теперь вернемся к путешественнику, порядок буста которого выглядит следующим образом. 1. На домашнем ПК скачиваем с GitLab Far Gone Cry. 2. Отключаем Brandmauer защитник, запускаем Прога и смотрим IP-адрес. 3. Переходим на PS3, настраиваем сетевое подключение, указывая DNS-адрес из окошка программы. 4. Запускаем обычный нерейтинговый матч на своей собственной карте. После респавна, через меню, отменяем матч и ставим любую оценку карте. В окошке программы можно отслеживать в реальном времени количество полученных самолайков. 5. Повторить предыдущий шаг 25 раз и трофей твой. Ура! Get ready for deathmatch. It is unlucky. Turn your back on no one and kill everyone in your pack. This is a deathmatch fight. This is deathmatch. One of you is dead victorious. The rest of you suffer. Что же, ну вот и подошла к концу наша обширная Олимпиада. Поздравляю с победой во всех номинациях, ты настоящий боец Республики Лабубу. Приглашаю тебя повторно принять участие в следующем году. Да пребудет с тобой мудрость шакала. Эй, что такое с тобой? Ты как-то побледнел.